Всем привет, кто заходит. Всем большой привет. Зажгла свечечку нашу. Сейчас поставлю. Заходите, заходите на эфирчик. Куда убрать спички? Всем привет еще раз. Привет, кто заходит. Заходите. Сегодня у нас подсказки. Сейчас вытащу карты. Так. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Я пока достану для подсказок карты. Даргрейн, здравствуйте. Ирина тоже здравствуйте. У меня в этих вот мешочках лежат карты. Подсказки на всех, да, сейчас будем смотреть. Видите, у каждой колоды свой мешочек. И сейчас пока все достану. Вот. Как у вас дела? У нас уже сегодня такая погода хорошая. Еще бы сухо было, вообще было бы замечательно. У нас уже все тает, так хорошо, тепло. Уже сегодня люди без шапок ходили. Красота. Давайте будем смотреть. Для Ирины подсказки. Кому подсказки, пишите подсказки. Подсказки на всех или просто подсказка на одной будет. Давайте, да, так, смотрим. Анет, добрый вечер. Да, сейчас еще раз помешать захотелось еще раз. Для Ирины. Подсказка. Не начинайте новое. Такая первая подсказка. Не начинайте новое. Пока не нужно начинать новое. Для Ирины. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. В чем ваша сила? Ну-ка, подумайте. Алина, здравствуйте. Можно подсказку? Сейчас для Ирины смотрим. Так, подсказка Вселенной для Ирины. Подсказка. Не прогибайтесь под обстоятельства. Все можно изменить. Вот на такой колоде. Подсказка. Все можно изменить. Супер. Да, не начинайте новое, закончите старое. Это так. Лидик, привет, Лидик. Для Ирины смотрим подсказочку. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не стоит тратить его впустую. Видите, не тратьте впустую время, проведите с теми, кто этого стоит. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. Так, если вам нужен огонь, пожалуйста, вот он есть. Возьмите себе немножко, если вам нужно, пожалуйста. Ну, это так, в общем, отступление сейчас. Послание с будущего для Ирины. Послание. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Такое вот послание из будущего вот вам. Не бойтесь быть собой. Вот. Донатный сайт не работает. Может не работать, если вы находитесь где-то на какой-то территории, в общем, где он может не работать. Вот. Может быть, может, я не знаю. Что-то загружать надо, не знаю, что нужно загружать. VPN, может, я не знаю. Так, кому подсказки дальше у нас? Ирина все подсказки все получила. Теперь Аннет. Даргрейн не писала про подсказки что-то. Должно быть с телефона, может быть. Всем вам благ тоже, Ирина. Вас тоже благодарю. Спасибо, что приходите на эфирчики. Так, давайте будем смотреть для Аннет. Для Аннет подсказка. Устройте себе отдых. Такая первая подсказка. Устройте себе отдых. Ну, мы уже его устроили, я думаю, сегодня выходной же. Так, подсказка для Аннет.
Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Смотрите, какая подсказка. Прям это когда весна, когда нужно все выбрасывать, нужно пересмотреть все вещи, нужно пересмотреть окружение. Все старое пусть уходит, новое приходит. Для Аннет подсказка. Для Аннет. Любите себя, перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Любите себя. Для Аннет подсказка. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не трать его попусту. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. Я мешала эту колоду, но почему-то вот вам тоже нужны приятные, хорошие люди вокруг, которые зажгут огонь, ну, поддержат вас. Для Аннет из будущего. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Вот такое послание из будущего. Так что, Аннет, вы получили все свои подсказки. Дальше у нас Алина. Подсказка. Аннет, благодарю вас, тоже благодарю, Аннет. Приходите на эфирчики. Ставьте лайки, кто приходит. Мне будет очень приятно. Так, Аннет, далее Алина. Подсказка для Алины. Подсказка для Алины. Подсказка для Алины. Подсказочка. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Это у вас в голове только. Что это такое неуверенность и пессимизм? Избавляйтесь, пусть уходят. Благодарю. Алина, вас тоже благодарю. Избавляйтесь от неуверенности и пессимизма. Все будет хорошо. Это просто такое настроение. Оно пройдет. Нужно настроиться. Главное настрой. Вот. Дальше у нас кто по подсказкам? У нас тут донатик прилетел. Луиза, добрый вечер, Луиза. И мне подсказку. Сейчас для Луизы посмотрим подсказку, потом донатик посмотрим. Для Луизы подсказка. Оп, подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте себе быть не идеальной. В дорамах бывает, знаете, если смотрите, да, девчонка там такая вообще никакая, ну, в глазах некоторых мужчин, да, вроде как бы, почему она нам нравится, да, она может кушать небрежно, одеваться там как-то, а кому-то может нравиться. В общем, будьте собой, не обращайте внимания на то, как должно быть. Банк не пропускает проплаты, через сайт донатов занят черный список, пока так. Понятно. Это, наверное, потому что вы располагаетесь на такой территории, с которыми... Эта территория, где я не дружит. Это вот как бы не наши дела вроде, но они мешают немножко нам. Очаровательный актер, здравствуйте. Сейчас посмотрю донатик. Очаровательный актер. Донат будем смотреть. Потом будет у нас послание из будущего. 10 посланий, как обычно. Общие раскладики. Мысли, чувства, действия до конца апреля. Я тут, да, хорошо. Угу. Его чувства. Не знаю, почему его чувства мне захотелось посмотреть. Ой, чувства, как будто они изменились, не такие, как были раньше. Изменились чувства, и как будто с этим ничего не может сделать. Как они изменились, какие были. Что-то про поездку, поездка, дорога. Что-то здесь такое. Сомнения, волнение. Может быть, не получилось встретиться, или кто-то куда-то ушел, или не получилась поездка. Здесь как будто, видите, дорога должна была случиться. Должен был приехать летом,
И не получилось, да, видите, много-много думалось, мечталось, хотелось, чтобы эта поездка была, но не получилось. Разругались, да. Не получилось, очень хотелось, чтобы поездка эта состоялась. Но вы помиритесь, потому что здесь чувства есть, любовь есть, симпатия есть, интерес есть. Такой вот, это туз кубков, шанс все восстановить, все это на это будет. Есть такой шанс. Помиритесь. Его мысли, что он думает? Что он думает? Он все-таки думает, что он сделает все возможное, чтобы поездка состоялась. Видите, он будет бороться, сражаться с обстоятельствами, возможно, с внутренними какими-то своими противоречиями. Он будет бороться, чтобы все-таки поездка, да, состоялась. И чтобы поездка состоялась как можно быстрее. Прям быстро. Вот еще вчера, чтобы вот так сделать, чтобы прям вот быстро-быстро. Да, он потому что хочет изменить все. Чтобы все изменилось в лучшую сторону, чтобы все получилось. А я не хочу, а он хочет. Он хочет с вами поговорить, какую-то новость сообщить. В общем, разговор какие-то хочет. Что-то вам сказать, что закончить. Может быть, у вас еще будет один шанс, чтобы восстановить. Как бы он попробует восстановить отношения или помириться, или все высказать, все как бы, чтобы вы решили, дать вам шанс или нет, ну вот вашим отношениям, чтобы вы решили. Или идти дальше. А вы можете не дать ему шанс, сказать, что так, мне не нравится, как ты действуешь, что ты делаешь, и вообще припомнить ему все, что было, можете. Действия-то его какие будут? Будет действовать то, что он... А он пока нет. Он пока действовать не будет, потому он закрылся, он отдалился. Короче, он хочет вот так вот действовать, как он думает, но вот пока не будет. Потому что между вами холодок. Между вами теперь холодок. Между вами... Вообще тут, смотрите, тут мечи. Он весь в сомнениях, он закрытый, он не знает, что делать. Он как бы видит, что можно сделать, но ни тот, ни другой вариант ему не нравится, не устраивает, потому что результат ему не нравится, то есть как бы вы не примите. Видите, тут холод между вами. Смерть выпадает. Все поменялось. Да, и теперь вы уже в раздумьях. Быть вместе, не быть вместе. Тут вы как бы между выбором. Каждый думает и решает. Ну, по крайней мере, он выбирает и думает, быть вместе или нет. Что теперь дальше делать? Как раньше, как было здорово. Вот раньше как-то вы общались, было очень приятно, ему нравилось. Сидит и ждет, пока я проявлюсь, я не проявляюсь. Да, он ждет, что вы проявитесь. Я думаю спросить, ждет, что вы проявитесь? Ждет. Будет сам-то проявляться. Ну нет, он, видите, уже второй раз. Он в сомнениях, он еще не решил. Он нестабилен сейчас в эмоциях, он не определился. Он в сомнениях. Да, он все-таки, знаете, ну, в общем, будет шанс восстановить. Он все-таки даст вам шанс. Он вернется, он захочет помириться. Но, может, конечно, это у вас не получится, потому что вы-то уже настроены, что все уже. Вы его, скорее всего, отправите, откуда пришел. Вы не согласитесь. Всегда нестабилен. Потому что он далеко. И чтобы быть вместе, нужно приезжать. Видите, расстояние между вами, поэтому он нестабилен.
вот это вот его, ну, то есть любовь на расстоянии, возможно ли она, это как бы, может, это самообман, возможно или нет. Тут постоянные сомнения, ожидания, видите, тут как бы... О, если бы вы были рядом, если бы не было расстояния, все бы сложилось по-другому. Он бы, кстати, мог бы манипулировать, как он думает, вашими отношениями, да, и он бы мог бы вас как бы ограничивать в выборе, да, на свидание бы вас приглашал, и, короче, да. Вот, знаете, расстояние почему-то, вот почему-то расстояние мешает. Ему в его голове мешает расстояние. Если бы не было расстояния, он бы вас, он как думает, смотрите, как бы сложилось. Он бы вас приглашал на свидание, и, короче, видите, даже, возможно, совместное проживание он бы предложил вам жить вместе. Почему-то расстояние его смущает, потому что тяжело приезжать, уезжать, неизвестно, что там, с кем она, что там, может, у нее кто-то есть. Такое вот, в общем, у него куча сомнений, ожиданий, вот это ему очень не нравится, поэтому он нестабилен, он не знает вообще, что из этого может получиться. Вот. Ну, что-то опять они мне то же самое говорят, что поездка не состоялась. Вот, поездки не получилось, как бы он ни хотел, не получилось. То есть то же самое начинает повторять. Да, и он вот, он остался, вот он не решил, он в голове не решил еще. Он сомневается, стоит, не стоит. То же самое начинает говорить. Сейчас подсказку посмотрю. Добрый вечер, Оксана Жукова. Так, подсказка на ваш вопрос. Следите за поступающей информацией. Следите за поступающей информацией. Он в ближайший месяц хочет приехать. Да, он в ближайший месяц очень хотел бы приехать и восстановить вот эту свою репутацию, которую вы разрушили. Хотел бы как-то сохранить это, все-таки восстановить он захочет. А вы вот, стоит ли вам восстанавливать, а вы вот такая вся закрытая, ничего не слышу, не вижу, что ты там говоришь, что ты тут вот, мне тут уже это не надо, вы как будто не будете видеть. Нет, он только мечтает, он думает об этом, он не приедет. Он очень об этом думает и очень хочет. Да, он, видите, он весь, у него пока не получается поездки. Он бы очень хотел. Но в итоге он просто не знает, как вас отпустить. Не знает, как с вами быть, и не знает, как без вас. Как-то вот такая ерунда. Ну, совет вам, что такое, что смотрите сами по ощущениям. Хотите быть или нет. Тут у вас в любом случае какие-то изменения с ним, потому что здесь уже и так, как раньше, не будет. Если будете с ним, вы как-то будете обманываться. Тут нужна определенность. Тут и на расстояниях какая-то ерундольная получается. Не получается. Вот. Так что так вот. Давайте чат пока посмотрим. На словах этот деятель. Вот и плохо, вот он в сомнениях. И вы не можете дальше идти, получается. И он как-то не понимает, что делать, потому что он не может поверить, что на расстоянии возможно отношения стабильные, надежные, без обмана вот этого, без всяких там кто где с кем. Ревнивый он, да. Были бы рядом, он думает, вот, никуда меня не отпустила. Ходили бы вместе.
Луиза, я подсказку давала, Луиза, не помню. В общем, Луиза, будет подсказка сейчас. Для Луизы, я не помню, давала или нет, я зашла в чат. Так, Луиза, подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Вот. Такая подсказка. Из-за того, что Банк Украины. Вот мы тоже на Украину толком. Я как-то там специальное какое-то приложение, помню, я оплачивала. Там тогда не оплатить так просто. И то мне позвонил банк такой, типа, это действительно вы? Я говорю, да, отправляйте быстро. Нечего тут. Я не знаю, что это с переводами творится. Не может поверить, все это затеял. Он не знает, как из этого, ну что дальше, как бы он не видит будущего. Ладно, давайте Оксана Жукова, подсказка. Оксана Жукова, подсказка. Ой, смотрите, я мешала. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Давайте я вам дам вот еще на маленькой колоде. Оксана Жукова. И вот как бы так. Посмотрим. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Занимайтесь своим здоровьем. Может быть, вам надо заниматься спортом дома. Может быть, сходить к врачу. Поэтому обратите внимание, Оксана. Донатик пришел. Ой, 2 донатика. Вижу. Очаровательный актер и Дарья. Сейчас очаровательный актер. Здравствуйте, Даргрейн, да. Благодарю, Оксана Жукова, вас тоже. Если кто-то захочет уйти из эфира, потом можете в записи посмотреть, будет общий расклад. Послание из будущего там еще будет. Ну, это если кто захочет. Очаровательный актер. Будет ли новое знакомство, да? Будет ли новое знакомство до конца мая 2024 года? О, смотрите, будут новые знакомства до конца мая, будут. И знаете, эти новые знакомства уже будут очень скоро, неожиданно и быстро. И не одно. Но вы почему-то скажете, нет, не надо, мне вам не понравится. Смотрите, к вам такие новые знакомства летят. Один мужчина, второй мужчина, а вы такие, нет, не мое, что-то не то. А вам не понравится, что они не будут настроены на серьезные отношения? Видите, что вам не понравится, я спросила. Не понравится, что на семью не будут настроены. Это как бы нечестно, несправедливо. Вы будете считать, ну зачем тогда нужно вообще встречаться, если человек не настроен на серьезные отношения, на долгосрочные. Вас как-то не будут устраивать они. Будет ли все-таки кто-то серьезный тут? О, будет. Кстати, все-таки рассмотрите, вы всех будете отшивать, но кто-то все-таки будет серьезный. Какой-то мужчина будет серьезный, император выпадает. Будет много разных, и вы всех будете отшивать. Видите, только из-за того, что там они будут не настроены на долгосрок. Но будет один мужчина, который для серьезных отношений вам подойдет. Это он или вы? Это он. Как вы его узнаете? Как вы его узнаете? Он будет бояться открыть вам свои чувства. Он будет бояться. Видите, я спросила, он или вы? Выпал он. Видите, он не будет показывать вам свои чувства, он будет бояться открыть свое сердце, у него будут страхи вот это вот, сказать вам, что вы ему нравитесь, что давай там встречаться. Ну, в общем, чувства свои открыть, он будет бояться, так вы его узнаете. А почему? Потому что у него был, смотрите, тяжелый опыт. Он знает, что такое брать обязательства, он ответственный, поэтому он боится открывать чувства. Потому что тогда он должен заботиться о вас, брать ответственность за вас. Вот.
Он не боится брать ответственности, он не боится быть вот заботливым, внимательным, он боится, что вы не примете его предложение, поэтому он будет бояться открыть вам свои чувства. Он к вам боится вот проявиться, потому что думает, что не понравится вам. Ну, у вас и так он кавалеров вроде вокруг много, мужчины есть, да, как-то вот вам уделяет внимание, а он поэтому думает, что скажет она, да ну ты какой-то, что-то вот у меня тут лучше есть, как бы, не оцените его. Женат он или нет, свободен ли? Нет, он не женат, смотрите. Нет. Какая девушка была у него? В этот момент он будет... Так, это в каких они отношениях были? Да, тут была какая-то девушка у него. У него была девушка, с которой они были вместе. Он ее любил, да? Но отношения закончились. Тут вообще десятка мечей выпадает. Девушка из прошлого. Но, кстати, у них чувства у кого-то еще остались. У нее или у него? А фиг знает у кого. У обоих может быть... Нет, у обоих остались какие-то чувства, да, но они уже вместе быть не смогут, потому что уже сердце разбито, они через многое прошли, но вот это чувство какое-то, знаете, не такое уж и чувство любви, а вот что как бы обыденности, они уже привыкли к этому чувству, когда тяжело, ну вот такие чувства не очень приятные, просто когда тяжело быть, уже общаться. Так что у него было расставание, серьезно, поэтому он будет бояться вам предлагать. Он знает, как нести ответственность, он знает, как тяжело бывает и больно, если откажут. А вы всем отшиваете, всех будете своим мечом. Типа, иди отсюда, ты не такой, у меня вот такие требования, так, ты не подходишь, ты не серьезен. Так вот, как бы. Будет немножко бояться. Что делать, чтобы он к вам сам подошел? Тут как-то непонятно. Вам надо уходить в работу. Он к вам, и вы такие, все, работа. Я в работе. И я там не на свиданиях где-то, а я в работе. Я занимаюсь работой. Он вам может дать совет по работе. То есть с ним можно решать какие-то рабочие моменты, рабочие вопросы можете с ним обсуждать. То есть он там, если как-то захочет проявляться, вы вся в работе. Да, я всегда в работе, да. Вот. И вы как-то не говорите, что у меня свидание или там еще что-то, просто я работаю, мне там некогда, да, я на работе. И начинайте по работе общаться. Тут как-то могут общие темы быть по работе. Он может вам помочь, видите, в финансовом вопросе. Что-то по работе, рабочие моменты какие-то решить. Такой вот. Новую работу предложит. Может и новую работу, смотрите, предложить. То есть, если вы классный специалист, то вы можете предложение по работе получить, да, от него, кстати. Но вы можете не согласиться в эту работу или нет. Вы можете не согласиться сразу. Вы можете не согласиться сразу, вы можете согласиться потом. А можете вообще не согласиться. Ну, то есть вы как-то тут можете не согласиться. Но он вам может предложить, да. Но тут непонятно, идти или не идти. В общем, вы побольше узнаете. Если он вам будет предлагать какую-то работу, вы можете и не пойти. Ну, сразу вы точно не согласитесь. Узнайте как можно больше про эту работу и тяните. Скорее всего, то не пойдете, даже если он вам предложит.
Потому что это как-то будет завязано на работе, это как будто будет, не будет легкости, что ли. Ну, то есть отношения будут связаны с работой. Вы можете не принимать того, что не можете как-то, знаете, не разъединять работу и отношения. Это может быть во вред, короче. Ну, вы будете думать насчет этого. Потому что работать вместе нельзя, они могут разрушить отношения. Даже если что-то возможно, это только в кино, мне кажется, можно. Не знаю, короче. Сколько я на своем опыте встречала, ничего хорошего не видела. Потому что тяжело вот эти все пережить. Ну, короче, вы можете не согласиться на его предложение. Да, вы можете не согласиться. Опять выпадаете вы с мечом, такая категоричная. Какие-то условия, в общем, узнавайте как можно больше. Разрушились одни отношения, ну вот. У вас уже есть опыт, поэтому там вы будете зависеть от ситуации. Ну, вы уже знаете, вы понимаете, в общем, что там будет. Не очень-то будет. Как будто все сойдет на нет. Так что вы не согласитесь. Что нужно сделать, как можно быстрее его встретить? Вам нужно соглашаться на все предложения. Ну, не соглашаться, прям все пошли, да, там куда-то туда поехали, сюда в ресторан пошли. Нет. Вам нужно соглашаться на предложения в том смысле, что вам нужно их рассматривать. Если вам поступило какое-то предложение, рассмотрите его, не отказывайтесь сразу. Рассмотрите, пообщайтесь, вот чтобы его не пропустить, чтобы как можно быстрее встретить, вы просто общайтесь. То есть какая-то энергия будет такая, когда вы будете востребованы, вам будут писать, вы будете нужны, с вами будут хотеть общаться мужчины. А вы тоже общаетесь. Ну, общайтесь. Можете встречаться с некоторыми, с которыми захотите. Но вы сами знаете, пообщайтесь. Если у них несерьезные намерения, то будете их отправлять куда подальше. Да? Тут вам показано общаться с мужчинами. Почему-то вот так вот. Не отказываться от общения, чтобы его как можно быстрее встретить. Скоро в отпуск поеду, там познакомимся. Ну, не знаю, в отпуске вы тоже всех будете, видите, вы такая, ну, вы всех будете отметать почему-то. Ну, может быть, и познакомитесь. А с ним-то вы познакомитесь. Нет, не в отпуске. Почему-то не в отпуске. В отпуске вы будете всех... Ну, в общем, общайтесь. Вам главное общаться. Наверное, потому что вы его узнали. Потому что, когда вы будете общаться, вы будете сразу видеть ваш, не ваш, как он относится, о чем он говорит. Да? И сразу будете видеть. Поэтому вам, наверное, нужно общаться. Но тут не показано, что вы в отпуске с ним познакомитесь. Именно что там. Скорее всего, на месте, где вот вы сейчас находитесь. Ну, на месте. Да. Вы приедете обратно. Вернитесь сначала. Так, до отпуска или после? И до, и после можете познакомиться. Тут как-то и до, и после, может быть. До можете познакомиться в дороге, а потом переписываться. Что-то такое. Мне не показывает, что в отпуске познакомитесь. В отпуске просто будете общаться. Общайтесь. Вот. Да, больше общаться. У вас тут известия, какие-то новости. Что-то новое будете узнавать. Главное, не, знаете, вам такой совет еще как-то говорят, то, что не соглашайтесь на какие-то сомнительные предложения. Ну, вы сами понимаете, да, вы правильно будете мечом своим всем дорогу к себе обрубать, которые вам не подходят. Это все правильно. То есть лучше подождите немножко. Если это не ваш человек, не нужно. Вы сразу поймете. Его нужно немножко подождать. То есть перед ним будут еще те, от которых вы должны отказаться. Как для проверки. Действительно ли тебе нужен тот, которого ты хочешь? Ты такая, да. Ну ладно. Подсказка для вас.
Не отказывайтесь от новых знакомств. Смотрите, видите, где бы вы ни оказались, в отпуске, не в отпуске, знакомьтесь, общайтесь. Вам главное много общаться. Вот он как раз-таки вас и заметит, что у вас будет внимание, вы будете общаться с мужчинами. Хоть ему будет сложно подойти, он будет сомневаться как-то, потому что вы будете не обделены вниманием. Но это-то и надо, видимо, чтобы как-то вашу значимость в его глазах повысить, или чтобы вот он вас заметил как-то. Вот поэтому вот так. Так что спасибо за ваш вопрос. Удачи вам. Сейчас у нас Дарья по донатику. Сейчас Дарья отвечу. Дарья Ермакова, здравствуйте. У нас вопросы за донатики, если что. Ой, я ссылку не закрепила на донаты. А подсказку я могу дать бесплатно на ваш вопрос. Вы можете в голове вопрос держать. Я вам дам подсказку. И вы его переложите на свой вопрос. Просто подсказку. И все. Так. Сейчас посмотрим. Так, у меня Дарья сначала. Так, его мысли о вас. Его мысли. Что он думает о Дарье? Что он думает? Он думает, что, видите, смотрите, что вы для него как подарок судьбы, потому что ему с вами очень приятно, очень положительные эмоции вы для него. Вы как будто, знаете, вот как будто вот это все обыденно, а вы так раз, и лучик света такой, где вот ему хорошо, ему вот радостно, как-то вот. Но как будто этого, знаете, вы как лучик света, который исчез за тучкой. Как будто шансы на встречу равны нулю. Уже как будто у него отобрали вас. Как будто все закончилось. Что случилось? Ну он это как бы получил то, что хотел с вами, вот эти вот эмоции классные, да, когда все супер, наполнился такой, и дальше смотрит в будущее, что все будет хорошо. Вы, кстати, его наполняете очень энергией. Когда он думает, что все может, когда у него все получится, вы его очень женской энергией наполняете, поэтому для него как шанс, как возможность. Как будто он может многое, вот как мужчину, которые говорят, да, ты молодец, ты сможешь, и он там идет, там страны, города завоевывает, как-то вот так вот вы его вдохновляете. Но как будто он думает, что все это уже как бы вот невозможно. Хочет ли он встречу, это зависит как будто от вас. Тут непонятно почему. Тайную встречу он хотел, вот тайно, чтобы никто не знал о вашей встрече. Но пока не будет ее. Нет. Как будто это пока невозможно, как будто что-то должно, какое-то событие должно произойти. Какое событие? Какая-то ревность, новость, известие о вас. Он через соцсети, возможно, за вами смотрит. Вот такое вот. Приревновать вас должен сначала, как-то вот разозлиться. Вот вы его спокойный мир должны как-то потрясти ревностью. То есть от вас зависит, будет ли встреча. Да вижу. Я отвечаю же тут на вопросы сначала, потом тут. Но он холодный. Да, в течение 2 месяцев встреча возможна, но это если только он
Да. Встреча возможна в течение 2 месяцев. Что у него на самом деле к вам? У него есть чувства, есть чувства, за которые нужно бороться. Он внутренне сопротивляется еще, потому что, блин, он не свободен. У него как бы флирт с вами больше. Чувства есть и флирт. Чтобы время с вами провести, для него это как тяжелая ноша какая-то, как будто вот, как будто вот у него какая-то ситуация, да, вот в зависимости, то, что он не свободен, и ему тяжело вырваться, это невозможно. Вот. В чем он себя обманывает? В чем он себя обманывает? В том, что у него все под контролем, что он может приехать, когда захочет, и все будет так, как он хочет. Вот в этом он себя обманывает, как на самом деле. А на самом деле будет все по справедливости, по-честному. И он, если что-то сделал не так, кого-то обидел, да, то ему прилетит за это. В финансовом плане он может пострадать. С финансами могут быть проблемы. Так что так. Вот. Тут как будто и от него зависит, и от обстоятельств, и, в общем, тут еще ультиматумы, условия, тут такое. Тут нестабильно, зависит от него, вы его наполняете, ему хочется с вами встречаться, да, но для него это тяжело. Тут как будто флирт есть, ревность. Но серьезных, вот отношений, серьезных чувств нету. Они несерьезные, скорее всего, недолгосрочные. Он, видите, он хоть вас и ревнует, да, хоть он и... Давайте так спросим, есть ли любовь? Тут больше страсть к вам. Не то, что любовь. Тут больше страсть, ревность. И он, к серьезным отношениям он не готов, потому что это невозможно. Он готов только к отношениям, когда вы будете скрывать и никому не рассказывать о них. Вот. Здесь так. Он вас может чему-то научить, и потом ваши отношения закончатся. Как будто он вам дан для того, чтобы чему-то вас научить. Потом ваши дороги расходятся, насовсем. И вот каждый получит какой-то опыт, честно, справедливый. И тут кто-то что-то может... То есть как будто каждый получает по заслугам. Кто как себя вел, тот так и то и получил. Кстати, и вы, и он думаете, что отношения между вами невозможны. Потому что он думает, что вы его не совсем понимаете. Как-то вы общие темы для разговоров, может быть, не хватает, вы его не понимаете. А вы знаете, что как бы будущего тоже не может быть, вы можете только боль друг дружке.
причинить. Как бы вы видите, что отношения это как бы не может быть стабильных, постоянных, вот именно надежных. Чему-то научите друг друга и пойдете дальше своим путем. Тут как-то вот так. Сейчас посмотрю подсказку. Подсказка для Дарьи. Подсказка. Относитесь ко всему с чувством юмора. Относитесь ко всему с чувством юмора. Тут, конечно, не до юмора, да, но вот это как какой-то урок. Чему-то научит. Так, давайте сделаем 10 посланий из будущего. Общий расклад. Пока подсказки больше никто не просит, сделаем 10 посланий из будущего. Из будущего. Так. Вас тоже благодарю за ваши вопросики. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Можете загадать цифру от 1 до 10. Можете загадать 2 цифры. Вам будет 2 послания из будущего. Можете загадать какую-то ситуацию. Вам будет послание из будущего на эту ситуацию. То есть все, что хотите. Может просто послание из будущего на сейчас, на данный момент времени. Загадайте свою цифру от 1 до 10. Будем смотреть. Первое. Кто загадал единичку? Послание из будущего. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Видите, действуйте. Что вы хотели, что вы там ждали, не делали, тянули. Уже пора. Двоечки. Кто загадал цифру 2? Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Это для двоечек. Какие-то изменения будут в вашей жизни. 3. Циферка 3. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Циферка 3. 4. Кто загадал 4? Эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Видите, смотрите, зачем вам этот камень. Бросайте его. Ну или там, не знаю, попросите кого-нибудь помочь, подтолкнуть. 5. Кто загадал цифру 5? Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Так, кто загадал 6? 6. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты. Сделай что-то необычное для себя. Делайте что-то необычное. Купите кофе какое-нибудь вкусное. Не знаю, примите ванну с пенкой. Так, 7, да? 7, 7, по-моему, позиция. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош. С тобой все в порядке. 8. Кто загадал 8 позицию? Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Так, 9. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Хвалите. 10. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Вот, 10 у нас посланий из будущего было. Гульшат, добрый вечер. Сейчас подсказку дам. На всех колодах, хорошо. Так, для Гульшат. Для Гульшат. Подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте себе быть не идеальной. Идеальных людей нет, так что все нормально. Ой-ой-ой. Так, для Гульшаты подсказка.
Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Здоровьем занимайтесь. Можно сходить к врачу, подлечить там, не знаю, зубки, или может заняться спортом. Сейчас же весна, надо красиво выглядеть. А у нас пузико с Нового года еще. Ну, то есть посмотрите, что там у вас. Так, для Гульшат. Не прогибайтесь под обстоятельства. Все можно изменить. Все можно изменить. Так. Для Гульшат. Подсказка. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошее придет в твою жизнь само. Это, знаете, это вот надо сказать то, что вы хотите прям. Прокричать, может быть, миру, сказать это вслух, не в голове, а вслух. Я хочу, чтобы вот так вот было, я хочу. И все. И отпустите. Мир вас пусть услышит, вы сказали, и все. И вот это так вот. И расслабьтесь, оно само потом придет. Когда мы ждем, оно не приходит. Вот, так что отпустите. Так, Гульшат, послание с будущего. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Если вас не слышат, не нужно говорить громче. Это просто, мне кажется, не те уши, которые могут вас услышать, не тот человек. Просто это не ваш человек, поэтому он вас не слышит. Ваш человек поймет по голосу, что с вами не так, по вашим глазам. Вам даже, может быть, ничего не надо говорить. Понимаете, ваш человек это... Ему не нужно кричать, доказывать что-то. Вы можете просто подойти, обнять, человек сразу поймет, что такое, что случилось, да? Ну, то есть, как бы, ну, вот так. Так, подсказки, все, да? Давайте посмотрим, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать. Общий раскладик будет, сейчас напишу, что делать, чтобы неделя была хорошая. И что не делать. Вот. Благодарю вас, Гульшат. Тоже вас благодарю. Спасибо, что приходите на эфирчики. Давайте будем смотреть, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции будет. Общий расклад. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь нужно будет, видите, бороться, может быть, бороться с внутренними какими-то противоречиями, может быть, бороться с тем, что происходит вокруг, отстаивать свои интересы. Если вы уверены в чем-то, то отстаивать свою позицию, потому что, ну, как бы вы правы, что это такое. Или, может быть, среди конкурентов вы сможете, кстати, или там на собеседовании показать свои лучшие качества и обойти. У вас есть все шансы обойти конкурентов. Тут как бы, если нужно идти на конфликт, ну идите, только грамотно докажите, ну, как бы свою точку зрения. Вот. Не отступайте. Если это ваше, то это ваше. Не отдавайте ваше. Что не нужно делать? Не нужно думать, что люди скажут, этого делать нельзя, это вот короткое не одевать, то все. Пофиг, что люди скажут. Не нужно прислушиваться к чужому мнению, не нужно, знаете, поддаваться вот этим правилам, что нужно делать, что не нужно делать. Вот пофигу, это вот эти правила можно нарушать, в общем, на этой неделе. Неважно, кто что скажет, это вообще не ваше дело, это их дело, это в их голове вообще. Вы никому ничего не должны доказывать, да. Так что здесь так. Не нужно руководствоваться правилами. Прислушивайтесь к себе. Если вы правы, то пофиг на эти правила. Вот, 2 позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь, во-первых, не закрывайтесь от поступающей информации. Какая-то информация может к вам прийти. Она может вам не очень понравиться.
Но эта информация очень важная для вас, для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Принимайте эту информацию. Возможно, у вас будут какие-то дела, возможно, не одно дело, там, а целых 3, которые нужно решить. То есть вы будете решать какие-то вот эти свои вопросы. Но не закрывайтесь от информации, даже если эта информация вам не понравится, новость какая-то, да, вы что-то узнаете, может быть, о каком-то человеке, может быть, были подозрения, но вы уже явно узнаете о нем, да, что-то, какую-то информацию, которая вам не понравится. Вы не расстраивайтесь, принимайте эту информацию, идите дальше. Это к лучшему, наоборот, лучше вы узнаете сейчас, чем потом будете общаться и продолжать с этим человеком, и он вас сможет обмануть, например. Тут как бы так. И очень прислушивайтесь к своему разуму больше, да, что не нужно делать, не нужно закрываться. Ну вот видите, тут нужно быть открытой к информации, что не нужно делать, не нужно закрываться. То есть принимайте эту информацию, не закрывайтесь, не будьте закрытыми, не думайте, что вот был какой-то опыт, потому что сейчас у вас может быть новый опыт, и старый опыт может вам не пригодиться, может в этот момент, в этой ситуации он быть бесполезен. Как бы не основывайтесь, будьте открыты, принимайте информацию, вот, и анализируйте ее. Зачем это все, как и что теперь, ну как вот это вам, ну, это нужная информация, чтобы идти вам дальше, наоборот, вам пользу принесет. Что делать, чтобы неделя была хорошая, это троечки, 3-я позиция. Что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Здесь нужно больше отдыхать. Если вы чувствуете, что вы устали, отдохните, отключите телефон. Если вы не знаете, что дальше делать, там, да, отключите свои мысли, как некоторые говорят, помедитируйте, да, ну, то есть вы просто прислушайтесь к себе, все отключите, никого не слушайте, не прислушивайтесь ни к чьим советам вообще, пошли они нафиг со своими советами. То есть вы слушайте себя, прислушайтесь к своим мыслям, то, чего вы хотите. Здесь как-то мыслительный процесс будет у вас, очень много мыслей. Что еще нужно делать? Не ходите никуда, не ходите, если вы не хотите, там вас куда-то приглашают, куда-то ехать, не нужны вам никакие поездки, больше отдыхайте. Обращайте внимание на свое самочувствие, да. Что не нужно делать? Не нужно брать на себя слишком много ответственности, не нужно общаться с теми, кто вас не ценит, не нужно общаться с теми, кто вот вам делает больно, кто вас обесценивает, не берите на себя слишком много. Вот. Не нужно вывозить за всех, потому что это не оценят. Не нужно, не грузите себя. Позаботьтесь о своем здоровье. Хотите отдохнуть, устали, отдохните. Вот. И еще что не нужно делать, не нужно разрывать пока что никакие отношения. На этой неделе лучше подумать и решить, как действовать дальше. Пока вы можете посмотреть со стороны, понаблюдать, но пока что не разрушать. Посмотреть, проанализировать как-то вот так. Зарина. Можно хоть одно послание, можно и 2, можно и 3. Конечно, можно. Можно, Зарина. Добрый вечер. Сейчас. Послание для Зарины. Так, извлекайте из опыта позитив. Это подсказка, да? Сейчас послание еще. Для Зарины. Послание из будущего. О, здесь выбор. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? У вас развилка. Вам надо сделать какой-то выбор. И вы, может быть, думаете, так или так сделать, так или так поступить. Как бы здесь вы перед выбором. Вам нужно сделать выбор правильно. Подумайте, действительно ли то, куда вы хотите, действительно вы туда хотите или нет. Или вы думаете, что это было бы хорошо, да, все туда, как бы и я, но, может быть, вам это не... подумайте хорошенько. Если вы точно уверены, то это ваше. Могут быть сомнения насчет какого-то вопроса. Спасибо вам тоже, спасибо, что забежали на эфирчик. Так, сейчас я посмотрю донатики. Если донатиков больше не будет, давайте тогда с общими раскладами мы закончили.
Кому еще нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка А. Подсказка на основной колоде. Что тут все у меня висит? Что это за безобразие? Донатики больше не отправляйте, хорошо? Вот так. Все. Всем на вопросики ответила. Подсказки всем раздала. Так, давайте теперь с вами встречаемся в следующую субботу, 21:30. Нажимайте на колокольчик, потому что время может перенестись. Я не знаю, что будет в следующую субботу, да, но ориентировочно 21:30 по Москве. Придете, напишите вопросики, ну, то есть подсказки посмотрите, вообще раскладик сделаем, вот. А сейчас я вам желаю классных выходных, отдыхайте, хорошей вам недели. Увидимся с вами в следующую субботу. Все, всех обнимаю, целую. Все, всем пока. Спасибо, что пришли. Буду заканчивать. Все, пока.